Мы никогда не были семьей, где жили строго по религиозному календарю. Мы также не были семьей, где детей воспитывают в духе атеизма, отрицания Бога. Каждое застолье в нашем доме начиналось со слов: это был отец, когда он был жив, это мог быть один или другой брат моей мамы, а потом уже это был я, даже мальчишкой. Осетины всегда говорят: хвала Богу, слава, благодарение. Устурхцао — великий Бог, большой Бог. Вот дословно переводится. Где-то к 18 годам у меня возникло первое ощущение от величественности этого здания огромного русской музыкальной традиции. Один из основателей системы музыкального образования Эмилий Балакирев и его бесплатные музыкальные школы, концерты Русского музыкального общества, они не адресовались только Москве или Петербургу. Мы концерты совершенно определенно планируем прежде всего для людей, особенно для молодой ее части. Такие замечательные традиции надо возрождать, уж точно. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Начинаем концерт симфонического оркестра Мариинского театра в рамках 10-го Московского пасхального фестиваля. Фестиваль проходит в благословении его святейшества патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Художественный руководитель фестиваля Валерий Гергиев. Московский пасхальный фестиваль – это одна из крупнейших удач, я надеюсь, в моей жизни.
всем, кто свободен утром, идите в среди. Праздник всегда. Вообще Гергиев – это всегда праздник. И первый раз вживую. Первый раз вживую, да. Поэтому для нас сегодня счастье большое. Просто есть такое желание постоянно послушать какое-то качественное исполнение, музыку, как наркотик уже. Говорят, что в классической музыке там зашифрованы какие-то удивительные коды звуков. Вот мне очень бы хотелось это услышать. Уважаемые слушатели, убедительно просим вас на время концерта отключить все средства мобильной связи. Говори, какое впечатление у тебя? Хорошая. Очень хорошее, Да. шикарно. Необыкновенно своеобразный дирижер, уникальная манера дирижирования. Как каждый суставчик у него играет. Я, конечно, не понимаю, как можно вот это вот с помощью рук передать все чувства. Дирижер, правда, поет. Я думаю, что он хочет поддержать свой оркестр. Замечательно. Замечательно. Блестяще. Это шедевр. Прекрасный концерт, да. Я прямо так рада, что попала на этот концерт. Мне кажется, что этот марафон, с одной стороны, можно назвать гигантским и по размаху, по просто охвату. Мне доставляет ничуть не меньше удовольствия выступать не в далеких регионах, далеких от Петербурга, далеких от Европы. Оркестру одновременно, мне кажется, и интересно, и трудно. Выступить в 5 странах, как правило, дважды в день. Они играют в режиме очень плотном, очень разные программы. Когда есть возможность, мы предоставляем все-таки им какие-то шансы отдохнуть. Скажем, один волтронист играет сегодня, другой играет завтра. Они играют по полпрограммы иногда. Так что это сложный, но все-таки пассивный труд. Сейчас поезд уходит, уходит. Я думаю, что вот в таком состоянии пасхальный фестиваль должен находиться всегда. И кто говорит, что страдает из-за этого качества, это не так. Качество становится даже еще лучше. Это парадокс. Все музыканты приезжают с дороги без гостиницы иногда. 2 концерта в день и идеальное качество. Хотя, конечно, иногда бывает тяжеловато, в особенности после концерта. Но ты понимаешь, что завтра уже другой город, и публика-то не представляет, откуда приехал оркестр, сколько они часов спали, и что они играли вчера. Везде разные программы. Вот это уникальность. Мало кто сможет повторить это в мире, это действительно так. А народов такого нет. Ни дирижера, ни оркестра. Каждый год это некое чудо такое. Мини-пасхальный подарок для каждого, кто приходит в зал. Я очень рад, что я уже неоднократно участвовал в этом фестивале, и мне этот график очень по душе.
Денис Мацуев это вулкан, который может стать даже действующим и очень опасным. Каждый концерт, он разный. Каждый концерт мы ни разу не повторились в интерпретации. То есть бывают такие места, которые вчера ты не играл, ты совсем по-другому играешь. И вот это-то и есть, называется чудо, когда ты играешь с таким оркестром, как Мариинский и с маэстро Гергиевым. Мы находимся, я думаю, что это уже не мы на сцене. Кто-то руководит этим всем процессом, безусловно. Бывает, доходит до того, что я даже иногда вижу себя со стороны на сцене. Это не всегда происходит, но я понимаю, что я вот вышел, за меня кто-то другой играет. Причем я ничего не принимаю, вы не поймите. Обо мне плохо. Денис – это пианист великой русской школы. Нравится ли кому-либо на Западе, но до сих пор Нью-Йорк не слышал пианиста в луче Рахманинова или Горовица. Это пианисты русской школы. А там играют замечательные пианисты. Боже мой, и французы, и чистые американцы, и другие. Им еще много-много учиться, чтобы хотя бы один аккорд взять, как это когда-то делал Сергей Васильевич Рахманинов. Хотя бы один. Но я абсолютно не страдаю, знаете, таким националистическим, да еще ностальгическим таким цинизмом, да, когда заранее отвергаю всех, кто занимается музыкой или играет на рояле или на скрипке. Не у нас. Этого со мной не происходит. Сыграл с нами Олли Мустонен. Для него это путешествие явилось знакомством с Россией. Мустонен – это композитор и даже дирижер. И, конечно, прежде всего, пианист, который тяготеет к очень ясному, может быть, несколько более облегченному, но интеллектуально очень чистому мышлению. Он, может быть, меньше импровизирует, он, может быть, совсем или почти не рискует, но он достаточно хорошо готов, вызывает уважение. В мире должны быть и Мустонены, и Мацуев. Посадил вас близко, как половина звука будет оставаться там. Маэстро, у нас еще одна проблема, то, что вот сзади тромбоны нас бывает. Можете вот или там никак не сесть? Да? Вместо волков? За волком? Нет, за волком. Нет, там уже нет. А если... Там места нет. Нет, в ряд можно попробовать. Тут раз сидел здесь, правильно? Да. Точно? Да. Поддатчик. Ну, у нас тромбонисты. Тромбоны выше сидят. Хорошо, тогда трубачи сядут совсем сюда и будут играть в эту сторону. Вот там сейчас клюю, или вот не там нет живых. А, соответственно, тромбонисты как это? Здесь некуда двигаться, здесь рамка. Отсутствие залов. По всей России эта проблема есть. И мы обязательно перейдем от слов к делу, чтобы страна Чайковского и Прокофьева была лучше оснащена. И люди смогут оценить яркость партитуры. Огромное количество залов съедают все краски, которые фонтанируют. В Липецке выступали в драматическом театре. Театр – это театр. Это не для концертов оркестра. Гигантский металлургический комбинат. Гигантский просто. То есть 0,1% выручки – это уже новый концертный зал. Но, может быть, сегодня Липецк создаст то, чем действительно сможет гордиться на 100 лет вперед.
Мы выступали в Уфе. Ну а кто построил этот зал? С одной стороны, может быть, уже не очень приглядный, а с другой стороны, единственный. Без акустики. Но ведь другого ничего не сделали. Да, годы застоя, все знают. Но ведь все равно что-то делали. Тогда оказалось, что вот партийное слово убедительнее всего прозвучит в таком зале, где соберутся тысячи этих колхозников, может быть, нефтяников. Это не дворцы искусств. Это не продукт человеческого разума. Это не Страдивари. Это не инструмент. А концертный зал – это инструмент. Вот наш приезд в Омск, появление, может быть, непосредственно в связи с этим приездом. Губернатор Полежаев решил построить зал. Он говорит, что вот так и было. За какие-то там 6-7 месяцев Омск получил хороший зал. Это просто было таким сюрпризом, очень приятно. Все-таки это можно в России, мне кажется, почти невозможно в любой другой стране. Мы все время себя ругаем, зато вот такие вещи у нас возможны. Ретавру лучше быть здесь. Владимир Андреевич, у нас вокальные партитуры есть? Конечно. Что? Что вы хотите из того, что поете Митчук? Далила, может быть? А? Далила. Есть Далила. Пресс-конференция еще, да? Одну секунду. Поиграйте нам поближе туда, вот, козырек. Здесь хорошо. Здесь хорошо. У каждого губернатора есть команда. В каждой команде есть отвечающие, скажем, так называют, мини-скульптуры. Теперь у нас 80 с чем-то регионов, значит, у нас есть один министр культуры и еще 80 министров культуры. Да? Если каждый из них знает, что есть такое понятие, как акустика, это уже будет немаленьким достижением. Акустика, 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 трижды. Акустика. Это первое, второе, третье.
самые приятные большие русские города, российские города, либо уже активно взялись за решение нашей российской проблемы, это отсутствие по-настоящему великолепных залов, либо собираются это делать. Только после одного фестиваля идет речь очень конкретно о строительстве каких-то суперсовременных, с хорошей акустикой, концертных или, если хотите, театрально-концертных проектов. Мне кажется, это еще одним завоеванием этого фестиваля, о котором не все даже подозревают, но завоевание может быть еще более значительное, чем, скажем, удачный концерт. Пасхальные яички. То ли люди, то ли кукол. Взгляд похож на взгляд. Теперь надо снять маску. Мало чем изменился. Запишись. Автограф оставь. Тебя как звать? Меня зовут? Да. Маркус. Маркус. Вот, пиши Маркус. Ивану. Пожелание. Да. 4. Крючков, заканчивай фотосессию. Сюда. Хорошо. И 3, 4. Идея пасхального фестиваля, мне кажется, до сих пор очень хорошая. Стоит подумать о том, что приехать в Сербию. И вообще и хорваты, и словенцы говорят, каждое второе слово, ну, не скажу русское, но они славяне. Расширяясь, может быть, на православные страны, расширяя рамки этого фестиваля или даже его популярность, а может быть даже его влияние, мы можем оказать небольшую услугу и нашим дипломатам, и вообще поработать на престиж России. Нас никто не заставляет работать 740 раз в году. Это количество выступлений коллектива Мариинского театра. Если, ну, хотя бы 1000 главных, так скажем, учреждений России будут работать так же, как Мариинский театр, мы пронесемся мимо всей Европы, она не увидит, мы уже будем лететь где-то там в десятках миль впереди. Я не шучу. Россия не обещала никому быть самой скромной и непритязательной. Даже после трудных 90-х как-то сохранили какие-то все-таки черты характера. Не размыло полностью ощущение важной, большой, сильной страны. Есть такое слово «держава». Я вот слушал мелодию программы «Время» или «Время вперед». Это были символы тогда СССР. У нас было 3, 2 диктора, 4, может быть. Страна их уважала. Голос, четкость, да, выглядели аккуратно. Все было, так сказать, не скажу правильным, неправильным, плохим, хорошим, но имело какую-то основательность. Ничего, ну, главное, дождитесь, смотрите. Дай, паузу. Раз. Будь честным. Ра-ра-ра-ра. Хватит кашлять, дайте тишину, пожалуйста. Все, я
съел на завтрак. Будем кормить. Все То же, что и все. Слово рэпер всегда проявляешь. Не ботинки. Запах. Собственно, листил. Садитесь на коврик. Заговорил сразу после этой страшной катастрофы о том, что мы что-то сделаем. Мы провели реквием Верди с участием знаменитых певцов и всего творческого массива Мариинского театра, огромный хор и оркестр. И мы всю выручку отправили. $109,5 тысяч. Японский Красный Крест и направил их через специальный счет, учитывая, что мы не нефтяная компания и не огромный банк. Это достаточно серьезное средство. Это жест солидарности и поддержки всему японскому народу. $100, $50, $40, $30, $20, $10. И то нам тяжеловато, да? Я уже давно не говорю слово «культура», потому что если Мариинский театр такая же часть культуры, как почти все, что мы видим даже на нашем Первом канале, то тогда мы не культура, мы все-таки что-то другое. Так что пасхальный фестиваль компенсирует
чувство голода на хорошие, яркие, творческие события, особенно в регионах. Кто-то придет из любопытства. Мариинский театр, это же, говорят, очень известный театр. Все время выступает в Лондонах, в Нью-Йорках. Может быть, сходим? Это тоже срабатывает иногда. А может, эти люди тоже не знают, что они росли в стране Чайковского. Может быть такое. Мне кажется, молодежь не обходит наши концерты. Вот это, если хотите, битва даже за детское поколение. На самом деле в самом разгаре, потому что в основном мы ее проигрываем. Мы Россия. Не мы Мариинский, не мы, я как руководитель Мариинского театра. Сценарий пасхального фестиваля колоссально раздвигает границы возможного в этом плане. Просто колоссально. Мне кажется, что девчонки, да и мальчишки не забудут эти концерты. Хотя бы даже потому, что такое количество людей вокруг. Какое-то ощущение, ожидания чего-то, какой-то даже ажиотаж, может быть. Пошли. Замечательно. Молодцы. Круто.
Прекрасно. Супер. Превосходно. Мы так долго ждали этого. Браво! Я не могу сейчас говорить, мне слышно. Мне понравилось. Очень красиво. Вот картины перед лицом. Это не человеческая вообще музыка. Особенно, что понравилось. Профессиональность музыкантов. Ты будешь музыкантом в будущем? Да. Мацуев прелесть, но Гергиев это чудо. Это просто замечательно. Мацуев поразил. Потрясающе. Совершенно уникальное событие. Да, мы, конечно, очень давно это ждали, даже не надеялись, что увидим его в нашем городе, в Челябинске. Я думаю, что каждому астанчанину, любому казахстанцу такой концерт – это просто радость и праздник. Кемеровский салат приезжает, как же его лично. Это прежде всего русский фестиваль, и он должен быть наш, и не выходить за рамки, да, может быть, европейского, да, масштаба, но все-таки мне хотелось бы, чтобы у нас Русь большая, широкая, красивая Русь. Поэтому хочется именно, чтобы эти фестивали проходили в наших русских городах. Само слово «пасхальный фестиваль» уже дает ту широту и то понятие святого, с чего, в общем-то, и произошло, скажем так, наше музыкальное сотворение мира.
другой стороны, вот так вкусный чай попить можно только в поезде. концерт для любого театра мира это значительно. Считай скромную сумму, 100 тысяч долларов.
Мой дед прожил 106 лет. И вот ему было 106 лет или 105 лет, он вел застолье. Он садился во главе стола, рядом с ним сидели его уже весьма солидные дети. Он поздно женился, у него было 12 детей. Выжили после войны только 4. Только 4. Мой отец прошел всю войну с первого до последнего дня, закончил войну командиром батальона, начинал ее курсантом. Был ранен на войне тяжело и не раз. Умер очень молодым, 49 лет он прожил. Здорово, здорово. Тут что говорить-то вообще? Праздник. Праздник на всю жизнь. Я даже не задумываюсь, зачем это все нужно. Кто-то делает сапоги, кто-то любит просто поспать, кто-то дирижирует оркестром. Мне это доставляет удовольствие нескрываемое. Спасибо. Да, ничего. Проверка, раз, два.